Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Бофт Наталья. Сегодня у нас видео из новой рубрики, которая называется «Фитнес-кухня» либо «Правильное питание». Я хочу в этой рубрике поделиться с вами своими знаниями. Мы будем поднимать такие вопросы, например, когда, как и чем должен питаться человек, который занимается физической нагрузкой, физической активностью. Сколько должно быть углеводов, жиров, белков в его рационе. Будем поднимать такие вопросы, как, например, почему я занимаюсь, но не худею. Все это мы будем обсуждать на этих коротких роликах. В конце каждого вы увидите небольшой такой маленький рецепт сокращенный, да, какого-то легкого и несложного приготовления блюда, которое я использую сама. Именно сегодня я хочу поговорить с вами о воде, о водном балансе, который важно соблюдать человеку, который занимается фитнесом. Так как люди, занимающиеся фитнесом, имеют более высокую терморегуляцию, значит, мы должны потреблять воды немножечко больше. Среднестатистический человек по рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здоровья, должен потреблять в сутки 30-40 мл воды на 1 килограмм нормального веса человека. Да? Допустим, если девушка, женщина имеет у нас 60-70 килограмм, значит, она в сутки должна выпить где-то 2-2,5 литра воды. Но так как мы знаем, что мы занимаемся, да, и в течение занятий мы теряем больше жидкости через потоотделение, воздушно-капельным путем, значит, мы должны выпивать больше. Как нам ориентироваться? Если вы посещаете тренировки низкой, либо средней интенсивности, например, такие как пилатес, вы должны прибавить приблизительно пол-литра воды к этим 2-2,5 среднестатистических, которые вы должны выпить за сутки. Если же вы посещаете тренировки более высокой интенсивности, такие как степ, функциональная тренировка, интервальная и так далее, значит, вы должны ориентироваться где-то 700 мл, даже может быть плюс литр к среднестатистическим 2-2,5. Значит, как нужно пить воду? Обязательно вы должны начинать пить воду утром натощак. Вот как только вы проснулись, вы должны выпить стакан воды, и эта вода должна быть обязательно теплая. Обратите внимание, именно теплая. Нельзя пить холодную воду. Почему? Допустим, представим, да, мы прыгнули полностью в какую-то холодную воду. И как реагирует наш организм? Мышцы начинают сокращаться, спазмироваться и так далее. То же самое происходит внутри. Мы пьем воду, и также реагирует наш желудочно-кишечный тракт, он спазмируется, поэтому вода должна быть теплой. Она нас будет, подготавливает наш кишечный тракт к работе. Также очищает организм от каких-то токсинов, шлаков и тому подобное. Значит, в течение дня нужно тоже воду пить часто, желательно небольшими глотками омывать свой организм. Также все могут ошибаться, что жидкость — это считается наши супы, соки, чай, кофе, компоты и все остальное. Должна вас разочаровать. Это не та полезная жидкость, которую вы должны учитывать. Например, чашка кофе, либо особенно зеленого чая, обладают мочегонными свойствами. Поэтому, наоборот, учитывая эту чашку, вы должны прибавить к 2,5 литрам воды, еще эту чашку воды обычной сверху, потому что зеленый чай обладает и кофе мочегонными свойствами. Значит, если же вы любите травяной чай, то здесь уже попроще, вы можете их использовать, употреблять, если эта трава тоже не мочегонная. Ну, обычная там ромашка, зверобой, щебрец и тому подобное. Еще что хочу сказать по поводу соков, особенно свежевыжатых соков. Это, в принципе, даже нежелательно и опасно для нашего организма. Почему? Потому что вы, выжимая, допустим, из одного апельсина сок, полностью потребляете его сахар, а витамин, допустим, витамин С, который остается в его цедре, либо клетчатка, все это, клетчатка, да, уходит в мусорное ведро. И причем сахар, допустим, стакан свежевыжатого сока, это не один апельсин, это как минимум 3, ну там зависит от величины, да, и вот из этих всех 3 вы сконцентрировали в один стакан весь этот сахар, выпили. Представьте, какой выброс инсулина идет сразу же у вас. Все это приводит к сахарному диабету 2-го типа. Я знаю, что, в принципе, наверное, всем известно
Были исследования в латиноамериканских странах. Ученые задались вопросом, почему у них так много людей, заболевающих сахарным диабетом. Причем этот сахарный диабет второго типа у них не только у взрослых людей, но и у детей самого малого возраста. И к какому же выводу они пришли? Что всех этих людей погубила страсть, большая любовь к свежевыжатым сокам именно натощак. Мамочка как думает, я сейчас своего ребенка накормлю множеством витаминов, да, и пытается сделать этот сок, и сразу же утром дает его ребенку, и сразу же, естественно, всплеск инсулина. Ничего хорошего в этом нет. Значит, еще что бы хотела сказать по поводу спиртного. Надеюсь, что люди, которые занимаются фитнесом, они не особо употребляют, не особо заинтересованы в этом, но иногда бывает, все мы встречаемся с друзьями, ходим в гости и так далее. Значит, что мы должны знать? Одна стопочка, 100 грамм, допустим, таких крепких спиртных напитков, которые 40-градусные, да, допустим, 100 грамм водки. Они имеют 40% этилового спирта. 1 грамм этилового спирта – это 7 грамм килокалорий. Чтобы вы понимали, 100-граммовая стопка даст вам 280 килокалорий. 280 килокалорий – это хороший стейк из телятины, либо это пол шоколадки. И причем это калории, которые совершенно не полезны для нашего организма, они совершенно пустые. Стоит ли это делать? Значит, из низкокалорийных спиртных напитков самое хорошее к употреблению – это сухое вино. И то это может быть 100-150 миллиграмм в неделю. Если же все-таки нужно выпить, там, допустим, именно, или хочется кому-то, именно такие жесткие спиртные напитки 40-градусные, значит, это должно быть не более чем 50 миллилитров в неделю. Все, что я хотела вам рассказать о воде сегодня, о водном балансе, я все сказала. И, как обещала, в конце простой рецепт. Это блюдо из огурца, из сезонного продукта, который является одним из самых низкокалорийных овощей. Всего лишь на 100 грамм продукта мы имеем 15 килокалорий. Но самое главное, огурец помогает восстанавливать водный баланс в организме. Также он выводит токсины, имеет полезные минералы для кожи, способствует пищеварению и похудению. Так, для приготовления нам понадобится 2 среднего размера огурца, стакан йогурта, пучок укропа, чесночок и соль по вкусу, паприка и мята. Очищаем огурцы и мелко нарезаем кубиками. Да, и хотела вам рассказать предысторию этого блюда. Первый раз я его попробовала в Турции. Называется оно там джаджик и используется как холодный суп, холодная закуска, либо просто салат. Значит, огурцы мы мелко нарезаем. Добавляем туда мелко нарезанный чеснок. И еще хочу сказать, желательно после того, когда вы полностью приготовите это блюдо, дать ему постоять минут 5, чтобы чеснок и огурцы пустили свой сок. Дальше добавляем мелко нарезанный укроп. И после всего добавляем полностью весь стакан йогурта. Добавляем по вкусу соли и как можно больше мяты. Я бы советовала вам положить 1,5 чайные ложки, либо даже 2 чайные ложки мяты, так как именно мята раскрывает вкус чеснока. Подавать салат нужно порционно для каждого. Сверху украшаем паприкой. И лучше всего это блюдо сочетать с молодым отварным картофелем. Всем приятного аппетита! Ставим лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми видеть новое видео. Всем пока!